цикл раны. Эмоциональная боль, идущая от раны. Когда мы травмируемся, мы хотим уйти от реальности, убежать, замкнуться, войти в оцепенение, или убрать боль, страдания, отчаяние, или другие эмоции куда-то далеко от себя. Когда мы молоды, у нас отсутствуют техники для работы с такими эмоциями, и поэтому мы часто входим в способ выживания, где ищем что-то, что помогло бы нам убрать свою боль. Далее, эти эмоции практически всегда вызывают в сознании раскол, при котором частица себя откалывается и удаляется прочь в бессознательное, после чего мы еще больше отдаляемся от внутренней целостности. А поскольку наше сознательное «я» уменьшилось, то соответственно уменьшился и потенциал широкого рассмотрения, широкого выбора и решения наших проблем, и естественно то, что мы обращаемся к другим, в целях помочь нам справиться с болью. Такими людьми обычно становятся наши родители, но могут быть также и психологи, или другие люди. В моем случае, с тех пор как я воспринял родителей частью проблемы, для своего спасения я ушел в музыку, и к моим музыкальным героям. Моя гитара стала своего рода успокаивающим средством, вполне удачным в период созревания, а мои музыкальные герои были теми, к кому я обращался в поисках комфорта и вдохновения. Они стали моими гуру, и не несли никакой ответственности. Я снова искал вовне, и смотрел за пределами себя, обращаясь к другим, чтобы заполнить своей жизнью болезненные пустоты. Описанное здесь – это возможный способ, которым ребенок может пройти через возникшие от раны эмоции. Существует множество возможностей. Мы можем смотреть на этот процесс как взрослые, и осознавать, есть ли какое-то соответствие тому, как мы все реагируем, когда определенные вещи, так или иначе, нас затрагивают. Следующие шаги – это пример того, что может произойти от полученной в детском возрасте эмоциональной раны. Боль, страдания. Ребенок, видящий ссоры своих родителей, становится травмированным и болезненным. Что мы делаем с нашей детской болью? Есть много вариантов. Мы или чувствуем и выражаем эту боль, но чаще мы или глубоко подавляем, заглушаем ее в себе. Я пытался глушить свою боль музыкой, а затем и другими вещами, и в конечном счете, был убежден, что это именно музыка вызывала у меня боль. Наши склонности, глушение боли, каталепсия, оцепенение, очерствение, или способы, которыми мы ее глушим, работают ровно столько, сколько утоляет нашу боль, а затем мы должны посмотреть глубже, или в противном случае продолжим страдать понапрасну. Далее, выражение нашего раздражения, гнева. Большинство детей не держат злости на своих родителей, обычно не раньше, чем станут подростками или взрослыми, поэтому нередко гнев, перенятый большей частью от родителей, должен как-то выходить и выражаться. Как детей нас также наставляют не выражать свой гнев явным образом, поэтому для взрослых родителей мы можем быть более управляемыми. Мы также можем брать гнев своих родителей как средство того, чтобы быть хранителями мира. Наш невыраженный гнев, после того как был перенят, может приводить к отчаянию, депрессии и даже убийственным тенденциям. Позже, это также может привести и к болезни, поскольку гнев был направлен внутрь, и наше тело не имеет другой возможности, кроме как выразить гнев против самого себя. К тому же, у нас может развиться страх перед собственным гневом. Гнев – это полезная эмоция, которая может помогать с нашими границами и вызывать изменения в жизни. Но если мы боимся гневаться, боимся собственного гнева, то мы становимся боящимися защищать самих себя. Гнев заставляет нас сообщать другим, что нас достаточно достали, и в конце концов, мы заняли твердую позицию. Когда мы испытываем страх перед собственным гневом, боясь возможных последствий от своего проявления в гневе, или боимся других,
неодобрительно относящихся к нам. Когда мы сердиты, то мы лишаемся ценной эмоции и инструмента. Родители тоже могут страшиться своего гнева, подавленного в детстве, и саботировать его. Если ребенок сердит на них, то это вполне может означать, что родители не выполняют хорошо свои работы, или им, возможно, придется посмотреть на собственное поведение, и то, как оно затрагивает ребенка, чего родитель, скорее всего, делать не желает. Возможно, будет полезным возвратить весь чужой гнев, который каждый взял от других, когда был ребенком, и вернуть себе собственный гнев и способность гневаться, если это предпринято с тем, чтобы можно было просмотреть собственный гнев и работать только с ним. Далее, вхождение в страх, утрата энергии, потеря уверенности. Когда человек действует из страха, при котором не способен находиться в собственной силе, то он передает свою энергию, силу тому, кого он боится. В моем случае, я боялся того, что могло бы случиться с моей семьей, если бы борьба стала слишком интенсивной, или если мать, или отец решит уйти. Этот страх заставил меня потерять веру в отношения и семью, которая, как я полагал, была причастна к тому, почему я чувствую себя так неистово при работе с внутренней семьей. Поскольку я начал брать ответственность за свою жизнь и учитывать прощение, теперь я могу понять, что мои родители тоже представляли собой войну между мужским и женским началом, которая также представляла моего внутреннего мужчину и женщину, находившихся друг с другом в состоянии войн. После этого, я взял ответственность за свое исцеление. Я больше не мог обвинять родителей в том, кем они были, ибо и они, и я, отражали те части меня самого, которые существовали в состоянии конфликта. Мы все связаны, и то, что каждый испытывает, это лишь зеркало того, что происходит внутри. Также, не последнюю роль играет то обстоятельство, что ребенок не знает, можно ли оберечь себя или других от нового проявления тех же негативных эмоций, реакций. Это вызывает чувство неуверенности в себе и недоверия к себе и другим людям, прежде всего, из-за неспособности устанавливать или удерживать свои границы. Недостаток уверенности вызывает уменьшение веры в себя, в свои силы, и тогда может прийти чувство необходимости на кого-то положиться, обычно на родителей, чтобы получать заботу с их стороны. Но парадокс в том, что взрослые, родители, бессознательно разыгрывают такой же стереотип, передавая большую ответственность и энергию государственным деятелям, чтобы те управляли положением дел, а затем полагаются на этих немногих избранных чиновников в плане того, что те обо всем позаботятся. Потеря энергии и уверенности позволяет также более легко подпадать под манипуляцию и влияние других. Когда большую часть времени человек боится, то он практически утрачивает умение защищать и поддерживать себя, когда это необходимо, или же будет вслепую доверять тем, которые заботятся о нас в качестве всегда знающих, что для нас лучше, тогда как во многих случаях это, скорее всего, не так. Сейчас мы приведем примеры нескольких путей, в рамках которых действует человек, когда входит в страх. 1. Борьба или бегство. Мы собираемся встать и защищаться, или убежать, уклониться, чтобы избежать вреда. Позволение будущему или прошлому определять настоящее. Наш страх выводит нас из настоящего момента и перемещает в прошлое или будущее. Мы либо вновь переживаем свои прошлые ошибки и их последствия, и тратим огромное количество времени и энергии, стараясь не повторить их, либо придем в оцепенение, полное бездействие, от боязни, непредсказуемости того, что принесут с собой потенциальные результаты возможных действий, обстоятельств. И в том, и в другом случае мы заморожены в бездействии и парализованы. Из страха
Мы позволяем влиять прошлому и будущему на наше настоящее. 2. Проявление подавленности, скованности или пассивности. Отрекаемся, двигаемся назад, уступаем, становимся менее выраженными и позволяем другим решать за нас. 3. Сверхкомпенсация, чрезмерное возмещение. Мы можем войти в противоположный образ действий, если чувствуем бессилие в своей попытке кем-то манипулировать и управлять. 4. Поиск защиты. Ищем кого-то, кого мы считаем более крутым, более сильным, и кто может позаботиться о нас, вставая при этом против нашего противника. Принятие такой позиции, когда в страхе, мы часто не подвергаем сомнению, или не возражаем действиям тех, кто у власти, или имеет силу. Это приводит к типу человека, который вслепую доверяет другому из-за страха, или ложно полагает, что лицо, имеющее власть, силу помнит о его насущных интересах и заинтересовано в их реализации. 5. Недоверие, подозрение, сомнение. Мы можем начать не доверять себе и другим, закрываться и становиться теми, кто всегда ищет подвох и подозревает себя или других в том, что они делают что-то не так, или стремится, чего бы это ни стоило, избегать других людей. 6. Потеря уверенности, самоуважения. Наш страх может парализовать нас, или сковать в полном бездействии, где мы боимся быть собой, рисковать, взаимодействовать с другими людьми. Мы можем войти в паранойю, что каждый человек таит для нас опасность, желает нажиться на нас, обвести вокруг пальца и так далее. 7. Уклонение от жизни происходит из чувства страха, который мы хотим скрыть от себя, от других людей, и в процессе решения ежедневных жизненных вопросов, или от того, что мы находим способы входить в фантазию и спасаться, уходя от внутренней реальности. Самозащита и потребность в защите возникает, когда из-за собственного страха мы нередко занимаем оборонительную позицию и обращаемся за защитой к другим. Защитная позиция может включать в себя закрытие сердечного центра, который, скорее всего, был разрушен из-за боли от эмоциональных ран. Наши физические тела часто отображают такую защиту в том, как мы ходим, походка, держим корпус, осанка, как мы дышим, как мы говорим, и многими другими способами, которыми мы сохранили этот страх в своих телах. Наши личности также отражают все это. Мы можем становиться застенчивыми, или проявлять в своей линии поведения сверхкомпенсацию, будучи шумливыми, резкими и агрессивными. Наиболее вероятно, что некоторые из способов взаимодействия мы подсознательно найдем для себя приемлемыми, станем ли мы чрезмерно управляющими и манипулирующими другими людьми, или застенчивыми и нуждающимися, чтобы реализовать свои потребности. В существующем мире, в целях выживания, вполне естественно развивать в себе эти механизмы индивидуальности, ибо другой путь был нам неизвестен. Но когда мы входим в зрелую жизнь, эти механизмы перестают служить, и, конечно же, не приводят к тому, чтобы мы проявляли себя как уполномоченные, не причиняющие вреда, и живущие жизнью, основанной на радости и осуществлении. Поэтому, когда мы раскрываем некоторые из этих механизмов индивидуальности и идентичности, мы прощаем себя за то, что создали их, и являем сострадание к себе самим, начиная далее высвобождать таковые. Мы также можем начинать проявлять больше сострадания к тем вокруг нас, кто сделал то же самое, и не знал другого пути. И поскольку мы высвобождаем эти стереотипы и восстанавливаем раненые части своего «я», мы можем высвобождать потребность действовать исходя не из страха, а действовать от души, создавая жизнь, больше ведомую душой, которая принесет много больше мира, радости и исполнения грез.